Тексты пирамид. Начиная с Древнего Царства, заклинания были написаны иероглифами по всей гробнице фараона, от потолка до пола. Эти тексты описывали путешествие в небе, похожее на книгу о двух путях. Они должны были решить 3 главные цели. Первое. Сначала царь должен был пробудиться в могиле. Второе. Он должен был вознестись в небо. Третье. Он должен был быть допущен в общество богов. Имя имело огромное значение для воскрешения в загробной жизни. Произнося имя, вы помогаете умершему снова воскреснуть. Как царь достигает неба? Во-первых, ему нужно было сохранить свою магическую силу. Это было настолько важно для остальной части путешествия, что заклинание для этого было одно из самых первых заклинаний, которое изображалось при входе в гробницу. После оживления его души ему нужно было отправиться в путешествие на небо. В текстах пирамид было несколько заклинаний, которые давали умершему множество вариантов для подстраховки. Если один вариант не удавался, он мог использовать другой. После того, как Древнее Царство пришло в упадок, начался первый промежуточный период. В этот период пирамиды древних фараонов становились добычей грабителей могил. Предположительно, после того, как они входили в гробницы и увидели тексты пирамид, доступ к загробной жизни получили не только фараоны, но и простые люди. Эти заклинания мог использовать любой, кто попытался их записать. Тексты пирамид быстро интегрировали в тексты гробов. Предполагается, что эти тексты были написаны на гробах как внутри, так и снаружи. Заклинания для этих текстов служили той же цели, что и тексты пирамид, на которых они были основаны. 1/3 текстов гробов являлись копиями или были переработаны из текстов пирамид. Многие заклинания были сосредоточены на сохранении магической силы мертвых. Некоторые заклинания были созданы для того, чтобы умерший мог победить своих врагов. Существовали заклинания, которые нужно было написать на определенных предметах в гробнице. Например, чтобы призвать к работе богов, в гробницу клали фигурки ушапти, на которых писали заклинания. В книге «Двух путей» находились эти тексты, поэтому она всегда изображалась на внутренней стороне гроба, чтобы умершие лежали на ней. Тексты для гробов преобладали в Среднем Царстве. В конце концов, заклинаний стало так много, что ни один гроб не мог их вместить. Эти тексты встречаются в начале периода Нового Царства, но быстро были заменены более практичным способом – книгой мертвых. Книга мертвых. Во-первых, она не является книгой в том понимании, в котором мы привыкли. Книга мертвых – это коллекция заклинаний, происходящих из текстов гробниц, текстов пирамид и новых заклинаний, которые служили способом помощи умершему в загробной жизни. Она состоит из заклинаний, гимнов и ритуалов. Первая часть была о защите тела в гробнице, вторая часть о путешествии в загробную жизнь, третья часть касалась суда, четвертая – продолжающемся существовании мертвых с богами. Эти тексты были настолько популярными, что писцы писали целые книги мертвых с пустыми местами для имен, чтобы, когда покупатель
покупал ее, оставалось только заполнить его имя. Например, были такие заклинания, благодаря которому умерший не будет укушен змеей, заклинания, не позволяющие умереть во второй раз и так далее. Но самый интересный ритуал во время путешествия в загробном мире – взвешивание сердца. Сердце умершего взвешивал Анубис на весах, противовес пера истины, чтобы увидеть, был ли умерший правдив. Перо истины представляет Маат, богиню порядка и истины. Любое сердце тяжелее пера отвергалось и пожиралось Амид, пожиратель сердец. Это существо, комбинация крокодила и бегемота. Если умерший не проходил это испытание, его сердце съедалось, и он прекращал существование, потому что сердце являлось неотъемлемой частью человека. В Древнем Египте сердце считалось важнее, чем мозг. Если же он проходил испытания, то он попадал в зал двойной истины. Здесь председательствовал суд из 44 богов. Они наблюдали за этим и принимали решения, был ли умерший честен. Здесь умерший обращался к каждому из них и отрицал свои проступки. Например, «Я не сделал ничего плохого», «Я не отводил ирригационную канаву», «Я никогда не брал больше, чем положенного мне количество воды из Нила», «Я никого не убивал», «Я не лгал», «Я не осквернил жену мужчины» и так далее. Если чаша весов уравновесится, то боги скажут, что он истинен в отношении голоса. Идея истинного голоса настолько важна в суде, что в итоге истинный голос стал эвфемизмом для мертвых. Другими словами, он попадал в следующий мир. Загробная жизнь. После прохождения испытаний и суда Осириса умерший, наконец, принимается в загробную жизнь. Эти тексты были руководством умершему для достижения бессмертия. Было много путей в загробную жизнь и множество путешествий, которые можно было совершить. Было множество заклинаний. Все это делалось для того, чтобы обеспечить умершему идеальную загробную жизнь. Загробная жизнь во многом являлась продолжением этой жизни. Это проекция того, что человек хочет. Все, что приносило ему удовольствие в этой жизни, будет и в следующей, но ничего плохого там не будет. Люди занимались теми же делами, что и при жизни, и должны были работать. Поскольку большая часть населения Древнего Египта были земледельцы, то и в загробной жизни они также работали на поле. Но если человек не хотел пачкать руки, то он мог отправить на работу статуи слуг, которые имели сельскохозяйственные орудия, мотыги и грабли. Это фигурки ушапти. У богатых в гробницах находилось до 365 маленьких статуй ушапти. Несколько способов, которые могли помешать умершему воскреснуть. Во-первых, если сжечь мумию, так как без тела невозможно было продолжить жизнь и воскреснуть. Во-вторых, удаление имени умершего, которое обрекало человека на невозможность бессмертия. Например, в одном тексте говорится, что мы должны произнести имя умершего, чтобы вернуть его к жизни. На наружных стенах гробницы изображалась молитва: «О прохожий, остановись и прочти мое имя».
Это ничего тебе не стоит, но это благословение. То есть, произнося имя умершего, вы возвращаете его к жизни. В Древнем Египте не было концепции ада, не было никакого вечного наказания. Самое худшее, что могло случиться с человеком, он переставал существовать.